Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Это случилось в Индии, в штате Одиша, где зеленые тропические леса встречаются с пыльными дорогами, по которым каждый день проходят десятки автобусов, мотоциклов и телег. Утром все кажется обычным: продавцы фруктов, туристы с камерами, дети, играющие на обочинах. Но в тот день все пошло не по плану. Автобус, совершавший регулярный маршрут между двумя маленькими деревнями, был переполнен. В нем ехали школьники, женщины с корзинами, старики, у которых лица были словно вырезаны из дерева, с глубокими морщинами, прожитыми жизнями. Было несколько туристов, сидящих ближе к водителю. И был он сам водитель Махеш, мужчина лет 50, с густыми усами и привычкой жевать табак, даже когда говорит. Он знал эту дорогу. Он ездил по ней каждый день. Здесь не было опасностей, не было резких поворотов, не было диких животных. Так казалось. День был душный. Воздух почти стоял. Вдоль дороги тянулись рисовые поля, на горизонте мелькали пальмы. Люди в автобусе говорили, смеялись, кто-то задремал, кто-то слушал музыку через старенький телефон. Все было спокойно, пока на узком участке, где дорога уходит в чащу, Махеш вдруг резко затормозил. Пассажиры качнулись вперед. Один ребенок ударился головой о поручень. Женщина у окна выронила бутылку с водой. «Что случилось?» — крикнул кто-то. Водитель молча указал рукой вперед. На дороге стоял слон. Необычный силуэт в тумане, ни мираж, ни фигура вдалеке. Нет, слон был здесь, в 20 метров от автобуса. Его кожа была покрыта пылью, глаза усталыми. Один из бивней был сломан. На боку след от старой раны. Он стоял посреди дороги, как будто ждал. Или проверял, или охранял что-то. Первые секунды люди снимали его на телефоны. Туристы оживились. Вот это кадр. Прямо из сафари. Один мужчина даже пошутил: если не тронем его, все будет хорошо. Водитель не смеялся. Он был напряжен. Он знал, слон, который не уходит, это плохо. Слон не двигался. Он смотрел на автобус. Его уши едва шевелились. А потом он сделал шаг вперед. Второй, третий. И затем неожиданно побежал. Скорость, с которой он приближался, была нереальной. Казалось, вся масса земли идет вперед, как танк. И вот он ударяет с размаху в переднюю часть автобуса. Лобовое стекло трескается в центре, стекло покрывается паутиной. Женщины кричат. Дети плачут. Один старик хватается за сердце. Водитель включает заднюю передачу, но шины срываются в глине. Машина не двигается. Слон бьет еще раз, теперь в бок. Металл гнется, стекло вылетает, крик внутри усиливается. Но в какой-то момент все затихает. Слон замирает. Он стоит, тяжело дыша. Пар поднимается из-под его хобота. Он делает шаг ближе. Протягивает хобот к разбитому окну. И касается его. Не бьет, не разрушает. Просто касается. Этот момент запомнили все. Он смотрел внутрь, прямо на пассажиров. И что-то в его взгляде было странное. Не злоба, не агрессия. Скорее растерянность. Или даже боль. Позже лесные рейнджеры расскажут, этот слон потерял семью. Его мать погибла от рук браконьеров. Его гнали по лесу. Он был один уже несколько недель. Его видели в других деревнях. Он ломал заборы, заходил в сараи, но никого не трогал, пока не вышел на эту дорогу. В автобусе хаос. Люди не понимают, что делать. Связи нет. Обочины узкие. Машина не может развернуться. Водитель пытается успокоить людей, но напряжение нарастает. И в этот момент происходит то, чего никто не ожидал. Женщина-туристка из Франции, лет 40, встает, открывает боковую дверь и выходит. Кто-то кричит: «Стой! Ты с ума сошла?» Кто-то хватается за нее, но поздно. Она выходит. Слон стоит в нескольких шагах.
Он поворачивает к ней голову. И замер. Она поднимает руку. Не кричит, не двигается. Просто стоит. Несколько долгих секунд, как вечность. Слон подходит ближе. Очень близко. Его хобот касается ее плеча. Она закрывает глаза. Слон нюхает воздух. И отступает. Один шаг. Второй. Третий. Поворачивается. И уходит. Без звука. Без оглядки. Просто исчезает в лесу. Никто не шевелится. Даже после того, как он исчез. Женщина возвращается в автобус. Садится на свое место. Ее трясет, но она молчит. Проходит несколько минут. Потом кто-то из местных берет телефон и пытается дозвониться до деревни. Связь появляется. Приходит помощь. Людей эвакуируют. Автобус остается стоять на дороге с вмятиной и разбитым стеклом. Видео с этим инцидентом попадает в интернет. Оно мгновенно разлетается по соцсетям. Новостные каналы, паблики, блоги – все обсуждают эту встречу. Люди спорят. Кто-то говорит, что слона нужно было убрать, кто-то восхищается храбростью женщины. Кто-то обвиняет водителя. Кто-то восхищается. Но почти никто не замечает главного. Кадры, где слон бьет автобус, разлетаются вирусно. Их монтируют под музыку. Ставят в рилсы. Делают мемы. А кадры, где он просто уходит, остаются почти незамеченными. Как будто зритель ждет только конфликта. Только экшена. Только агрессии. А не того, что стоит за ней. А ведь именно там вся суть. Потому что этот слон не был злом. Он был болью. Он был одиночеством. Он был существом, которое потеряло все. Он просил внимания. Просил, чтобы его заметили. Поняли. Не убили. Не прогнали. И если вслушаться в ту тишину, которая осталась после него, можно услышать не ярость, а просьбу. С тех пор этого слона больше не видели. Есть слухи, что его нашли в другом штате. Кто-то говорит, что он умер. Кто-то верит, что он все еще жив и просто ушел подальше от людей. Но те, кто были в том автобусе, помнят его навсегда. Потому что такие встречи остаются в тебе навсегда. Водитель Махеш уволился через месяц. Он больше не сел за руль. Он не мог. Говорил, что иногда по ночам слышит, как кто-то тяжело дышит за стеклом. Его семья уехала в город. Он остался в деревне, ухаживает за огородом. Он не любит вспоминать тот день, но и не забывает. Туристка, та самая женщина, что вышла к слону, вернулась во Францию. Она редко рассказывает эту историю, но иногда на встречах с друзьями или в интервью говорит, что это была не храбрость. Это было что-то другое. Она говорит, в тот момент я просто почувствовала, что он меня не тронет, что он меня понял, и я его тоже. Сейчас она волонтер в организации по защите животных. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.